Особенно все, что выше 5 ампер, я сюда ставить вам не рекомендую. Пользователи неправильно назначают вход желтого провода, сталкиваются с окирпичиванием блока и невозможности дальнейшей настройки. Оставьте данный провод в покое. Его логику запрещено менять. Всем привет, с вами Electronic 40, и в сегодняшнем видео хочу открыть новый раздел нашего канала, особенности подключения сигнализации Pandora. Сегодня обзорное видео о вариантах подключения, назначения контактов, разъемов сигнализации Pandora. Сегодня поговорим о насущных проблемах, с которыми сталкиваются многие пользователи при подключении установки сигнализации Pandora. Данный материал, надеюсь, будет полезен новичкам, кто хочет разобраться в сигнализациях Pandora. Что у нас есть в нашей сигнализации Pandora? Ну, собственно говоря, комплект подключения здесь не полный, здесь только два основных разъема. Здесь имеется USB, здесь у нас кнопка Wallet, здесь светодиод. Порты на сигнализацию Pandora на базовых серии DX в принципе в большинстве стандартные. Трехконтактный разъем — это у нас порт IMMA-K. У него идет три контакта: черный, белый и зеленый. Этот разъем используется для подключения и обхода иммобилайзеров по цифровым шинам, которые данная сигнализация поддерживает. Далее у нас идет разъем для кнопки Wallet. Соответственно, по этим двум контактам у нас используется кнопка Wallet и светодиодный индикатор. Порт для подключения разъема автозапуска, то есть релейного модуля, либо просто проводов, в зависимости от варианта подключения и организации автозапуска. Дальнейшее у нас получается по порядочку основной разъем. Вот. Потом о нем и попозже расскажу. И в качестве обзора еще есть два порта. Рядышком с основным разъемом у нас находится порт так называемый LIN. LIN вход и LIN выход. Это цифровая шина однопроводного стандарта. С помощью нее мы можем организовывать некоторое управление электроникой автомобиля, в частности нашего автопрома, автомобилей Lada. Вот, также некоторые автомобили иностранного производства, такие как Mazda, используют этот разъем для организации всяких сервисных функций. Например, там доводчик стекол, иногда контроль и закрытие автомобиля. Все это идет по схеме, и его назначение и использование также указано в карте установки стандартной. И последний разъем нужен для подключения внешнего датчика температуры, который обычно крепится на двигатель и контролирует температуру двигателя нашего автомобиля. Так, а теперь я хочу поподробнее рассказать вам про основной разъем. Основной разъем у нас такого же формата, как и разъем запуска. Вот, только здесь у нас вместо 6 контактов у нас используется 16 контактов. Также нумерация у нас слева направо. Сверху у нас получается первый контакт, крайний верхний, справа черный, это как раз у нас масса, это 8 контакт. Далее, соответственно, внизу слева 9 и далее 16. Вот. Заканчиваются они 8 и 16, это питание. Так, хочу показать, что это у нас брошюра от новой версии сигнализации Pandora VX. VX4G GPS, версия 2. Из-за того, что многие компоненты стали недоступны, компания Pandora выпустила серию сигнализаций под версией VX. Естественно, еще получается так, что этот сегмент сигнализации достаточно дешевый. Данную брошюру вы, собственно говоря, можете найти в любом комплекте сигнализации Pandora, изучить ее, посмотреть, и что непонятно, соответственно, можете задавать ваши вопросы в комментариях. Помогаем, как говорится, всем. Хочу заметить, что все вот эти входы-выходы жестко привязаны к модели сигнализации. То есть, если у нас VX4G GPS, либо просто VX4G, либо современно, допустим, DX6X LoRa, то так называемые входы-выходы здесь стандартизированы. И они, собственно говоря, подходят под большинство моделей. Но взять, к примеру, какой-нибудь там X3010 из старых версий, да, то там уже будут все по-другому, и, естественно, они друг к другу подходить не будут. Обращаем ваше внимание на то, что вы должны сначала изучить подключение конкретно вашей системы, чтобы не было потом проблем. Потому что при, допустим, замене сигнализации, как часто на сегодняшний день бывает, мы должны переназначить все каналы под новую систему. Вот. Но об этом будет уже в другом видео о том, как программировать каналы. Весь софт для настройки, для установки от компании Pandora находится в свободном доступе. Многие пользователи лезут
так сказать, в переназначение, все включают, все выключают, как им угодно, но не понимают, для чего они это делают. Заводская логика данных портов просто упрощает процесс установки. У нас есть, так сказать, заранее жесткий алгоритм, да, и нам не нужно тратить время на назначение, обдумывание, постройку карты установки. Она по факту у вас есть. Вот эта вот ваша карта установки. В 90% случаев она в этом исполнении работает, и больше выдумывать ничего не надо. На функциональной схеме попытаюсь вам объяснить назначение всех контактов. Начнем по порядку с первого контакта. Первый контакт — белый провод у нас идет практически везде. Этот провод отвечает за тахометр. Сюда может подключаться аналоговый тахометрический сигнал. Это от 3 до 100 вольт, минимально 8 Гц. Вот. Мы его используем достаточно редко, потому что сегодня уже очень мало встречается аналоговых машин, но в конце концов, когда это необходимо, мы можем на данный белый провод подключить так называемый тахометрический сигнал, чтобы он контролировал работу двигателя, когда он заведен, и отсекал так называемое время вращения стартером. Это такой нюанс. Соответственно, если мы организовываем автозапуск, то тахометрический сигнал нам нужен всегда. Особенность белого входа, то что это всегда жестко тахометр, и он не переназначается. Многие пользователи, кто хочет заниматься компанией Pandora, ставить сигнализации или разбираться в их подключении, понимать, что где как, должны это, в принципе, понимать и осознавать. Красно-черный провод, в данном случае у нас это Channel 5. Вот это выход багажника. 3-й, 11-й контакт у нас используется для цифровой шины CAN1. Данная шина CAN1 является цифровым источником информации. Она никак не переназначается, она в своей жесткой логике, и других вариантов использования данных проводов нету. Поэтому 3-й, 11-й контакт данного разъема — это всегда CAN-шина. Из нюансов и особенностей этих проводов могу заметить лишь то, что при неверном подключении двух вот этих проводов мы можем получить частое моргание красного светодиода. Накидываем питание, минус и плюс, естественно, подключаем шину данных CAN, и если вдруг она у нас подключена неверно, то светодиод здесь вот начнет моргать очень часто красным, как будто система в тревоге. То есть, единственное, не стоит путать. Сигнализация, если не в тревоге и моргает постоянно красным, вот здесь вот часто-часто, это значит о том, что у вас либо неверно выбран протокол обмена с вашим автомобилем, то есть код модели, либо неверно подключены вот эти данные два провода. Дальше. Цифровая шина CAN2, это 4-й контакт и 12-й контакт. Она у нас используется для дополнительных функций, то есть это дополнительный цифровой вход шины данных. Это необходимость для некоторых автомобилей. Например, последние корейские автомобили уже практически все используют 2 цифровых шины в своем подключении. Соответственно, для сбора большей информации и управления используются так называемые 2 витых пары: оранжевая витая пара и желтая витая пара. Но есть автомобили более простые, например, Toyota, где данной сигнализации достаточно всего лишь одной цифровой шины. И хочу подчеркнуть, что шина данных CAN1, она у нас главная, вот, а шина данных CAN2, она у нас второстепенная. С помощью нее уже могут использоваться какие-нибудь функции расширения, либо какие-нибудь блокировки по CAN, и так далее. Из особенностей данной шины, это могу заметить тот факт, что у нее, во-первых, ток управления 150 мА, остальных каналов 200 мА, то есть чуть-чуть пониженный ток на выходе. Вот. Естественно, это накладывает свои ограничения на использование в управляющих цепях, да, как выходов. Потому что данная шина данных CAN2, она же переназначаемая. Она может назначиться как канал 2 и канал 4. Вот. Два отрицательных канала, которые могут использоваться как выходы данной системы и управлять каким-нибудь штатным электрооборудованием. Дальше у нас по порядку 5-й контакт у нас всегда это серый провод. В данном случае у нас логика идет, это input 2, вход двери. 6-й контакт, зеленый провод, стандартный у нас минус 200 мА, отрицательный выход, channel 3, выход в заводской логике указателей поворота. В принципе, здесь все понятно. На этом выходе образуются импульсы при постановке и снятии системы с охраны. Да? То есть, естественно, его логика изначально
настроены на управление кнопкой аварийной сигнализации, естественно, и логику можно поменять на любую другую, естественно, выход можно поменять на любой другой. Повторюсь, все каналы переназначаем. Далее, 7-й контакт, мы поподробнее останавливаемся на нем, и это у нас бело-синий провод, это положительный вход в заводской логике, это input 5 и вход педали тормоза. Дробь топлива, то есть если вы понимаете, что на вашем автомобиле расширенная шина данных CAN. Нажать педаль тормоза, контролируется в шине данных CAN. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем этот вход переназначить и использовать как вход уровня топлива с датчика. Если, опять же, в цифровой шине CAN1 или CAN2 у нас отсутствует информация о топливе. Этот вход у нас положительный. Его логика единственная отличается от других тем, что он работает по плюсу. Сюда подается плюсовой потенциал, в отличие от других. Остальные все, и кроме желтого, используют отрицательный потенциал. То есть, что это значит? Это отрицательный потенциал замыкания сигнала на массу, положительный потенциал замыкания сигнала на плюс 12 вольт при его использовании. 8-й контакт это у нас масса. Да? Данный провод мы подключаем на корпус автомобиля, и, естественно, чтобы заземлить все это дело. 9-й контакт у нас синий провод. И это у нас отрицательный вход нейтраль. Он необходим для использования контроля нейтрального положения, либо стояночного тормоза. То есть по данному входу организовывается автозапуск. Как только на этом входе есть необходимый сигнал, сигнализация понимает, что машина находится, допустим, либо в паркинге, либо автомобиль был поставлен на ручной тормоз. Соответственно, при необходимости данный аналоговый вход можно подключать на ручник, либо на сигнал паркинга. 10-й контакт у нас коричнево-белый провод. Вот. Это у нас практически всегда вход концевика капота. Если он отсутствует в шине данных, естественно, можно в аналоге его также подключить. 13-й контакт у нас синий-черный. И это у нас выход на бипер. Данный канал мы всегда используем, если у нас система имеет метки и использует какую-то противоугонность, которая, соответственно, контролирует наличие и отсутствие метки. Также важность данного провода и данного сигнала влияет на вашу безопасность. Использование выхода на бипер очень необходимо, потому что это предупреждение о возможном глушении автомобиля в режиме движения, что является небезопасным, если владелец не будет об этом знать. Поэтому в заводской логике данный канал мы используем всегда и не используем, когда у нас обычно брелковая сигнализация и установлена просто для автозапуска. 14-й контакт у нас желтый провод. Желтый провод всегда на всех сигнализациях компании Pandora был входом зажигания, положительным входом зажигания. Естественно, этот контакт подключался к плюс 12 вольт при появлении зажигания. Вот. О нем я расскажу очень подробно, потому что с ним могут быть связаны некие проблемы при установке и настройке сигнализации. Еще раз, желтый провод всегда положительное зажигание, и всегда этот провод подключается на плюс 12 вольт при наличии ключа в замке и включенного зажигания. Этот потенциал является важным входом. Пожалуйста, его не трогайте. 15-й контакт у нас фиолетовый, положительный выход. Он, наверное, единственный в данной сигнализации положительный, потому что все остальные отрицательные, не говоря сейчас про так называемый выход РМД. Фиолетовый провод у нас защищен через предохранитель, то есть цепь здесь питается через данный предохранитель, и, соответственно, 2 ампера это тот максимальный ток, который может выдержать транзистор, установленный внутри. Особенности данного провода таковы, что при превышении тока в 2 ампера есть два варианта. Либо у вас сгорает предохранитель, либо у вас сгорает блок сигнализации. Раньше мы сталкивались с тем, что данный фиолетовый провод подключался к сирене, и если происходило короткое замыкание, то в принципе предохранитель сразу же сгорал, и блок сигнализации отключался и перестал работать. Но были такие случаи, когда установленная сирена работала, но потребляла около 3 ампер, и, соответственно, этот ток потребления немножко не был критическим, как при коротком замыкании. Так как выход импульсный, то транзистор
в своих пиках, ну, собственно говоря, справлялся с выходом в 3 ампера, но срок его службы был очень ограничен, и в конце концов, в какой-то момент там, при перегреве, при перегрузке данный транзистор не выдерживал, и сирена его жгла, этот транзистор, и здесь, собственно говоря, история на этом заканчивается. Сирена не работает, блок неисправен. Ну, в принципе, мы научились с этим бороться, мы заказали необходимый транзистор, просто меняли сирену и меняли этот транзистор, который установлен на плате. Вот. Все это делается достаточно просто при условии необходимого опыта. Ну и, наконец, 16-й контакт, красный, это у нас защищенное питание с предохранителем 3 ампера. Данный предохранитель находится вот в такой вот колодочке. Не рекомендую вам менять данный предохранитель на какой-либо другой, отличный от номинала 3 ампера. Почему? Потому что если вдруг это все дело перегорит, то ваш предохранитель может не справиться со своей задачей и, естественно, спалить блок сигнализации. Вот. Были у нас нередкие случаи, когда такое происходило. Блок выходил из строя, потому что предохранитель не соответствовал номиналу. 3 ампер здесь с головой хватает, поэтому что-то большее можно увеличить до 5 ампер, но опять же с пониманием дела. Ну что, собственно говоря, вкратце, частично я вам рассказал назначение контактов. И, соответственно, теперь хочу поподробнее обратить ваше внимание на особенности подключения сигнализации Pandora. И теперь самое главное. Вот. Данный контакт всегда в своей заводской логике используется как положительный вход сигнала зажигания. Вот. Недавно у нас был прецедент, да, один из тех прецедентов, когда автовладельцы, установщики и, собственно говоря, люди без опыта начинают устанавливать сигнализацию Pandora и начинают хаотично переназначать каналы. Если мы данный провод убираем из своей заводской логики, то мы лишаем сигнализацию контроля зажигания. Контроль зажигания — это очень важный фактор для сигнализации Pandora, потому что этот провод и данный статус зажигания, он переводит сигнализацию в режим работы автомобиля. То есть в режим работы, в режим движения, когда она переходит в определенный алгоритм, и многие ее функции, в том числе настройка и там, снятие с охраны, ввод пин-кода, привязка каких-то мобильных устройств, изменение статусов недоступны. То есть при наличии на этом проводе плюс 12 вольт сигнализация видит, что включено зажигание и автомобиль якобы заведен. Работает только выходы на центральный замок. Это при нажатии кнопочки, допустим, брелка 1 либо 2, сигнализация выдает импульс на выходы центрального замка, если таковые были назначены. Она выдает сигналы о том, что автомобиль надо закрыть, либо автомобиль надо открыть. Все, больше она никаких функций практически не исполняет. Не считая там охрану с работающим двигателем. Практически в 99% случаев вот этот провод необходим, его логику запрещено менять, чтобы вы не получили потом кирпич из вашего блока, потому что ваш блок уйдет в режим снято с охраны, включено зажигание, и вы больше с ним сделать ничего не сможете. Продолжаем. Забавная ситуация как раз таки получилась с одним из подписчиков, который обратился к нам с проблемой. Его проблема заключалась в том, что он по своей неосведомленности переназначил логику входа зажигания на другой канал. Он использовал для входа зажигания порт input 7, так называемого выхода IMA-K. И, соответственно, получилась такая проблема, что при переназначении и отключении желтого провода и переназначении зажиганием данного черного провода сигнализация была подключена к компьютеру, и увидев так называемую паразитную связь вот в этом разъеме, она вышла из программирования и стала в режим включено зажигание. Вот. Для понимания всей ситуации, да, наш подписчик не смог больше сделать сигнализации практически ничего. То есть сигнализация работает, открывает, закрывает автомобиль, но когда включено зажигание, она ограничена в своих функциях и настройках. Тем самым
Это так называемый один из способов кирпичивания центрального блока, когда она не стоит на машине и ее входы неверно назначены. Соответственно, обычный пользователь с этой сигнализацией больше ничего не может сделать, и она по факту становится неработоспособной. Поэтому имейте данную особенность в виду и старайтесь не переназначать важных входов и выходов на сигнализации компании Pandora. Подписывайтесь на наш канал, ваши комментарии пишите, оставляйте, спрашивайте. Мы стараемся достаточно подробно на них отвечать. Если какие-то более глобальные вопросы, то можете писать в WhatsApp. Вот, всем спасибо, всем пока. Надеюсь, я вам немножко разъяснил, что и к чему здесь при подключении сигнализации Pandora.